Всякие поджоги, тоже импы нажал Винчестер. Ой-ой-ой, катапульты ж конвертятся. Винчестер мне же 3 катапульты сконвертил. Они же вообще замок могут убить. Привет, ребята! Давайте посмотрим с вами офигенно необычный матч на квалификации к турниру Medieval Masters с призовым 10 тысяч долларов, в котором встречаются Винчестер, Сальс Винчестер против We Are Lucho. Многие могут не знать, кто такой Лучо, давайте я вас познакомлю с ним. Пока что просто скажу, что это первая игра, финал квалификации. Это Сокотра, и мы видим, что ацтеки на Малай. Хорошо, ребята, забирают слова. В принципе, старт достаточно из-за этого тогда стандартный получается. Хотя уже интересно, что Винч, да, вот его 5 зебр, а вот вражеские 5 зебр, он уже забирает вражеских зебр. Интересно, и выводит креста. Ладно, будем сейчас рассказывать потихонечку и все-все-все. Лучо, очень молодой аргентинский игрок. Год рождения 2006 выпуска, блин. Охренеть, да? То есть ему 19 лет, а рейтинг его, заметьте, практически 2800. То есть он даже там в топ-10 по рейтингу залетал. Что можно еще по нему сказать? Он уже выступал на квалификациях к Варлордсам очень неплохо. Выиграл классика, например, 3-2, но проиграл Барлису 2-3. 2-3 Барлису, да? Подумайте. В принципе, парень достаточно опасный. Но вот Винч с ним встречается в первый раз и думает, что ж тут делать. Залеймливает еще 2, то есть одну зебру загнал, 2 залеймил. И, естественно, только 2 остались у Лучо. Хорошо, что еще можем отметить? Я, кстати, и Лучо, по-моему, уже даже Капыча выигрывает, тоже аргентинца, более олдскульного, конечно. Так что неплохо. Так, у Винча 6 секунд айдла, и на самом деле он здесь агрессирует крестьянином даже без лума, ну, потому что Орел в темной эпохе сильнее, чем скаут, поэтому как бы прикрытие неплохое у этого крестьянина. Но вот Лев — это опасно. Наверное, Винч его запомнил. Хорошо, у нас это финал квалификации, то есть квалификация единственная, кто побеждает, тот проходит на сам турнир в топ-16, а проигравший проигрывает и ничего, не добивается. Соответственно, у нас тут по одному слону, по 5 зебр. Кстати, Лучше пытается забрать тоже зебру, забавный момент. И, по идее же, Винч это видел, что там зебра, а может и не заметил, непонятно. Ладно, давайте смотреть. Винч взял ацтеков, любит он мезоцивы. Make Aztecs great again, думает Винчестер. Окей. Много бонусов здесь работает. Вот тот же Орел сильный, да. Те же крестьяне. Кстати, крестьяне остаются, да. Крестьяне переносят на 3 еды больше, поэтому не 35 еды он пойдет обратно, а 38, когда заберет. То есть такая скрытый эко-бонус. Не очень слабый. Фермеров бафает неплохо. Плюс 50 золота на старте. Олдскульный бонус остался. Все военные юниты делаются быстрее. На, по-моему, процентов 15, но это не включает в себя монахов. Но на монахов у них есть свои бонусы, суперсильные монахи, которых можно раскачать до 100 хп, если прокачивать всех технологий в монастыре, а их можно прокачивать очень-очень-очень много. Соответственно, есть дешевые, их можно брать, даже если те сами технологии не нужны, допустим, да, но все равно прокачать технологии, чтобы получить плюс 5 еды. Плюс 5 хп к монахам. Что у нас еще из интересного? Понятно, что вот стеков есть орлы. Давайте посмотрим на золото камень, да. Здесь, в принципе, все находится на этом холмике. Винч уже это, я думаю, понимает. Так, а Лучше действительно запарился и, смотрите, одного оленя обратно загнал. То есть, в принципе, размен плюс-минус равный, я бы сказал. Винчестер прогулялся крестом, залемил 2, забрал. Я бы сказал, что, учитывая вот этого оленя, Лучше себя отыграл в темной эпохе. И самый тоже такой бонус важный для Винчестера здесь, карта же компактна, это бонус на реликвии. Реликвии приносят на 33% больше бонусом, то есть если вы собираете 3 релика, это будет как 4. Реликов 5, они все в центре, плюс-минус. Можно будет забрать и подумать про это. Хорошо, давайте больше немножечко про Малай. Малай цивилизация имба. Почему? Потому что плюс... нет, ну не совсем плюс 2 креста за переход. А у них переход идет, в принципе, быстрее на 66%. Практически в 2 раза быстрее переход. И за счет этого у них, по идее, ратуша может успеть больше родить крестьян. Много еды, конечно, для этого надо, но окей. Кстати, Лучо красавчик, да, то есть скаутом постоянно что-то делает, подгоняет зебру, находит ранний барак здесь, посмотрите, от Винча, и что-то будет Винч придумывать. Мы пока не знаем, что. Но посмотрите на этот лес, серьезно? Как же тут много деревьев вокруг, можно очень долго не перестраивать лесопилку. Но это какая-то супер лесопилка, конечно, у Лучо, у Винча уже. Хорошо, куча тут золота валяется, это мы все учтем. Что еще есть у малайцев? У малайцев есть, конечно... В принципе, против орлов хорошее оружие, это мечники, там, да, с халявной броней, те же керамбиты.
В принципе, круто. Но, в свою очередь, у Ацтека есть воины Ягуара, которые все там выломают. Да? Но воинов Ягуаров тоже можно контрить монахами, да? В общем, то есть ацтекских монахов можно контрить керамбитами, да? И орлов тоже можно контрить керамбитами. Но керамбитов просто в хламину выносят ягуары. Возможно, даже за одну тычку, но скорее за две. Так, приводчик. И как бы лучше все видел этих мечников, поэтому 2 пехотинца идет вместе с орлом и производит разведку. Что, Винчестер уже видит, что здесь есть ресурсы. Какие-то бэковые. Ну и здесь есть. Хорошо, малаец очень рано переходит, у него 20 крестьян. То есть они одновременно перешли, но плюс 2 крестьянина у малайца. Смотрим на добытые ресурсы, все наравне. Здесь стрельбище, крестьянин куда-то вышел, не совсем понятно. Винч грамотно использует здесь шахту, вплотную к камню и рядом с золотом. Супер, и добывает пока что золото. Неужели крестьяне пошли на форвард? 4 крестьянина. Ну посмотрите, что делает Луча. Луча все это видит. Да, получает очень много тактичек. И что, доделывается третий мечник, делается скирм, атака. Так, Винч агрессирует максимально. Куда он идет агрессировать? Неужели пойдет поставит вышечку? Тут маленький холм наблюдается, да? Ну, лучше развивается стандартно. Прокачал топорик и делает скирмов. Как бы максимально стандартно. У него преимущество 2 креста, но могут ягоды отбить, потому что вышка, кстати. Отметим, что Винчестер не сделал топор. Ему не хватает. Потому что он очень плотно делает здесь скирмов еще. В принципе, жестко. Ну и когда крестьяне идут на форвард, и мечников дел. В общем, такое. Лучо здесь как будто бы не сильно расстраивается, да, уходит с ягод, и уже у него немало ферм. Блин, как будто бы у него все неплохо на самом деле. Но есть проблема. Винчестер забирает здесь много ресурсов, посмотрите, да. Обваливает вышку. Так, ну лучше смотрите. Снова скаутом просто помогает, да. Очень активно его использует, не забывает, не забивает. Как говорится. Так, Винчестер тут уже с кермами чуть ли не лес готовится отбивать. Интересно. Но камень. А камень? Камень уже добывает где-то Винчестер. Вспоминаем про эту шахту идеальную, да? Ну, кстати, не вплотную, да, здесь, ну, тоже топово. Все равно добывает Винчестер. Но лучше уже больше добытых ресурсов. К сожалению. Потому что, ну, конечно же, лучше он же как бы никуда не ходит, крестьяне. Все тут идеально работают, все идеально плюс-минус работают. Ну, только сквозь топ пошли. Винчестер пока ждет камушек на вышку. Агрессирует, в принципе, неплохо. Еще одна вышка, которая уже отнимает фермы, закрепляет эту позицию. Забавно. Возможно, можно было вставить на лес сразу, да? Мечники пока занимаются мельницей. В принципе, ребята начинают адить, потому что... Пора. Кстати, скирмишера тут смог перемигрить. Так, какие-то проблемы Луча, но он их попиксел, наверное. Ой, какая удобная шахта, не могу, просто, не могу. Хорошо, оба играют без кузницы. Ну и Луча дождался какого-то момента, вышел с фермы, вышел, смотрите куда, вышел и поставил здесь шахту перед камнем. Забирает в первую очередь камень, чтобы иметь возможность больше вышек строить. И здесь Винчестер, конечно, как будто бы не доконтролил. Может быть, надо было сюда пушить. Хотя, он все еще может пушить, у него камушек копится, но он хочет как будто бы сюда вышку поставить. Ну, прикольно было бы отбить этот лес, снова какие-то домики делаются. Пока ждем камень. Ну, окей. Лучше отбиты, конечно, фермы, но вот этот крестьянин работает, это тоже может быть 4 фермы где-то отбито. Неприятно, причем они буквально новенькие. Буквально все новенькие фермы по 175 еды в начале у фермы, да. Второе, стрельбище у Луча, неужели будет миллиард скирмов, причем Винч сразу его видит. Орлом тоже. И сделает вышку. Ага, Луча таки решается делать контр-вышку. И Винч, учитывая вот этих скирмов... Хотя, честно говоря, у Винча же тут такое же количество скирмов. И вышку он раньше начал строить, но он отменяет. Решает, не хочу. Ну, я так понимаю, что Винч хочет уже сюда начать пушить, да? Пока он не решился, что здесь делать. Сидит, думает на золоте крестьянами. Но он закрывается. Обратим внимание, что у Винчестера очень много уже золота, как будто бы нужен рынок. Но он хочет делать стены. Рассчитывает делать стены. Активно делает скирмов Лучо. Не уверен. Так, смотрите, какая шахта. Буквально стеночкой. В принципе, не такая плохая. Камень на этой карте очень ограничен. Посмотрите, тут 2 кусочка, тут 2 кусочка. Да вот и все. Да вообще, сколько камней на карте? Всего лишь 2200. Это буквально... Это буквально 3 замка. Это немного. 3-4 замка. Но посмотрите, что делает Лучо. Минус 2 скирма.
Винчестер очень силен на скирмах микро, но лучше не уступает здесь. Так, но на вышке напасть будет крайне тяжело, они прикрывают друг друга, наверное. Так, тут мечники могут помочь, но скирмы все еще имеют такую же скорость, как у мечников, не меньше. Поэтому могут убежать. Тут камушек закончился. Ну и смотрим, Малаец делает рынок. И в итоге Винчестер надел на 10 секунд больше и отстает уже на 4 крестьянина. Так, хорошо. Кто раньше перейдет? Вот в чем вопрос. Рынок, наконец, от Винчестера, ему есть чем поторговать. У него небольшое количество ферм относительно, да. Всего лишь 8 засеивается. Сравните здесь. 18, даже если отнять 4, это все равно 14-13 ферм работающих. Это немало. И понимаете, Винчестер без тачки, да, у него без тачки, без топорика, у него встроенная тачка за счет плюс 3 к переноске. Но такой. И все, еще скаут, смотрите, каких-то 2 скирмов запинал. Запарил. Так, Винчестер тут обузит рыночек, вроде бы неплохо. Продает даже камень, спешит в замке, и даже как будто бы лишнего тут перекупил 100 еды, но нажимает переход. Но мы вспоминаем Малайца, да, который тоже может нажать переход и догнать, а то и даже перегнать. Сейчас посмотрим, пока он не готов. Что, Винчу надо уже новую лесопилку перестраивать? Лучше я вообще не знаю, когда надо будет лесопилку перестраивать. Но он делает это сейчас, в принципе, ближе к вышке, в принципе, окей. Винчестер, конечно же, отменил здесь вышку, по идее. Да, ну, Винч такой, опа, давайте сделаем топорик, золото, все дела. Хорошо. Но мы понимаем, что здесь важная позиция, тут релик, куча золота. Интересно. И да, ребята, Малайц перейдет раньше в замки. Малайц таки сделает. Винчестер добавляет лучничков здесь. У него юниты делаются быстрее, но не настолько быстрее, сколько можно с 2 стрельбищ намасить. Пока вот не совсем понятно, что происходит, но на самом деле все понятно. Лучше сожрал свой камень, и у него 651 камень ровно. Ровно на замок. И он еще и переходит раньше. И у него еще и крестьяне очень близко к центру. Неужели будет это Castle Drop? Ой-ой-ой, а у Винча? Ну, Винч нет. Он вообще только сейчас кузницу делает и камушек добывает аккуратно. Вторая лесопилка здесь. Так, что за бои? Пытается Барак спасти Лучо. Интересно. Но Барак, на самом деле, он может сливать. Он тоже вспоминает, что у него нет кузницы, а уже надо апаться давно. Интересно. А может быть, делает кузницу, чтобы осадку сделать? Это тоже вариант. И смотрите, крестьяне уже идут, что видит Винчестер. Проблема, что у Винча, конечно, есть 4 лука, но выйти умереть от скирмов можно очень быстро. Максимально быстро луча. На 21 минуте дропает замок сюда. Как бы здесь реликвия, да, очень-очень тяжело. Минус барак, приятно. Элитного скирма еще апает, хотя даже первой стрелы нету. Забавно, но скирмов-то 14. Винчестер что делает? Ага. Ой, слушайте, Винчестер продает рез и покупает камень. Он такой, так, мне нужны все-таки ягуары, чтобы не умереть, да? Замок в прикрытии типа всего, но не вот этого золота, ребята. Это печально. Луки успевают убежать, монастырь сзади. Здесь как будто бы отбитые ресурсы, конечно, прикольно. Но здесь разве не больше ресурсов отбито? Посмотрите еще на это золото. Да, даже не знаю, ситуация сложная. У Луча буквально лучше экономика. У Луча лучше экономика. Посмотрите, на 500 больше добытых резов. Да. Крестьяне разбегаются. Здесь делается еще и осадка против скирмов. То есть тут потенциально сделан замок. На всякий случай, если человек попробует намасить керамбитов, а он даже не пытается, да, то выйдут типа ягуары. А ягуары, кстати, выходят. Окей. Кстати, из монастыря, я так понимаю, вообще ничего не заказано. Пока проблемы даже с золотом. Вторая стрела уже доделывается. Здесь нападение на золото произошло. Здесь все тихо, мирно. Кстати, кто тут сидит? Всего лишь Скирм. К сожалению, его урона недостаточно, чтобы добавить дополнительную стрелу здесь. Поэтому Скирм здесь только может лечиться и пугать. Но на самом деле эффекта от него мало. Хорошо. Делается монах одновременно. Здесь тоже Малайц вспоминает, что так, ацтеку реликвии не даем. Давайте смотреть, что по реликвиям Винчестер видит. Раз, два, блин, здесь. Третий здесь. В общем, по реликвиям все плохо. И два вообще тут у Луча, как бы за замком. Да, не очень представляю, как Винчестер может тут заныкать релики. Но у него есть манганелька зато. Пока как будто бы пошел за правым, но опять же, скаут Луча все еще что-то делает. Все еще контролит. Так, а что у нас Луча видит? Видит... Ага, ну Луча уходит с реликом, блин, из-под Винча, по идее, на его замок. И Луча не видит последний реликвию здесь. Понял. Понял? А Винчестер выходит с ягуарами. Ага, ну ягуары это неплохо. Скирмы успеют или нет? Здесь, конечно, сейчас идет борьба чисто за реликвии, я считаю. Так, выход на еще одно золото, которое я, честно говоря, и не замечал тут.
Хорошо. Монахи, кстати, у Винчестера абсолютно без апов, 30 хп. И здесь скирмы не успевают. Винчестер на сники режиме через лес уходит снизу. Каждый релик это супер важно. И посмотрите. Так, Орел кого тут убил? Ай-яй-яй. И Орел еще убивает монаха. Отлично, здесь Винчестер расконтролил. Придется делать еще монахов. Воу, слонюшня замалается. Дешевые слоны. Кстати, обратите внимание, что у малайца, например, нет канониров, но есть пушки. С канонирами поиграть не получится. Так, вот это забавный момент, но ягуары совсем без апов. Хоть у них 2 брони отстрел, но такое. Ну, ру 15, ё-моё. Так, релик уходит. А здесь реликвию кто стащил? Угу. Стоп, Винч стащил уже реликвию. Винч стащил отсюда реликвию, видимо, да? Да, стащил. То есть пока вот это все происходило, Винч утаскивает два релика. Ну что ж, неплохо. Но проблема в том, что у Луча уже тоже 2 релика. Ага, но он же не видит эту реликвию. Он не знает о ней. А Винчестер не знает. Отлично, Винчестер может пойти забрать даже 3-ю реликвию. Слушайте, ну это, опять же, это будет как 4 реликвии стандартной цивы. 4 на 2 релика, по сути, будет. В 2 раза больше. Окей, приятно. Ладно, на самом деле это не так сильно, если задуматься, да, все-таки просто приятно. Винчестер ставит сники ратушу здесь. Здорово. Мне нравится такие мувы, в принципе. Че зажиматься? Здесь, конечно, опасность в том, что малайц нажмет как-то импы. А Винчестер, да, как будто бы этого не боится, делать дополнительную ратушу, вкачивает вообще разные темы. Так, Манганель, керамбиты, неплохой страйк. Ну, керамбиты смогли забрать Манганель каким-то чертом быстро. Ну-ка, ягуары, покажите мощь. Раз, два, и все, блин, даже сконвертил керамбитика. Монахи, правда, убегают, гады. Тут, кстати, еще слоны доделываются. Они дешевые, но посмотрим, сколько он их сделает. Опа. Винчестер пока не отшифтовался, надо убегать, а то сейчас спалят его. Угу. Забавно, что Луча вообще уже не добывает камень, да, Винчестер аккуратненько. Винчестер, короче, развивается без отглядки на какие-то фастэмпы, как будто, и на свои, и на вражеские. А вот Луча тоже как будто бы непонятно. Пока ребята решили манганельками помикрить. Ой, Винч, походу, ой-ой-ой, сники Винчестер, все, обходит. Луча тут не досматривает. Винча немножечко меньше крестьян. Очень-очень равная игра получается. Так, здесь за вышками, конечно же, Луча не знает, что там ратуша стоит, происходит. В принципе, он контролит центр, но он понимает, что вот этот релик не доглядел. И, наконец, хп на монахов. Кстати, ягуары так нормально делаются уже с какими-то апгрейдами. Здесь керамбит забегает. Ну-ка, Винчестер перемикрил 1 и 2. Отлично. И монах с хпшкой, тут слон. Ой-ой, тут манганелька меняет местами манганельки. Керамбитик сдох. В принципе, здесь неплохие размены идут. Ну и как будто бы оба собираются в МП, насколько я вижу, потому что, смотрите, Луча доделывает тачку, да, он вообще-то в одну ратушу играет, у него 58 крестьян, это вообще немало в одну ратушу, и после тачки собирается в МП, нет, он делает редемпшн, спорно, делает редемпшн, чтобы свербовать манганельки, 500 золота, я думал, сейчас МП нажмет очень быстро. Но, видимо, решают немножечко повременить. А вот смотрите, он отменяет редемпшн. Важный момент, он все-таки, наверное, вспомнил. Малайцы, переходит быстрее, чем за 2 минуты. О, слушайте, задумайтесь. Феодал идет 2 минуты 10 секунд, да? У обычной цивы. А у малайца импы идут минута 50. Быстрее, чем феодал. Первый раз задумался об этом. Это быстро. Это действительно быстро, хорошие страйки. Тут здесь 3 катапульты. И сейчас такой Луча, блин, нажал импы, но вот свербовать бы их. Да ладно. Тут еще слоны отходят. Не знаю, зачем он слоном сделал, честно, вообще не понимаю. Здесь какие-то конверты тоже неприятные. Отходим. Импы нажатые от Луча, да, конечно же. Супер быстро, действительно, минуту 50. Винчестер тоже готовит импы, но он не догонит малайца, да. Зато может убить грамотно здесь Винчестер. Господи, как же жестко они наваливают все-таки. У них еще и бонус по зданиям 2, да. Ну, как обычно, у любой пехоты. По стандарту. Хорошо, Винчестер отпушивается, все-таки делается редемпшн. Но здесь у Луча стандартно за малайца быстрый переход, требует монахи. У малайцев монахи более чем хорошие, чисто нет скорости на монахов. Но это такое, релики 3-2 зафиксировали, добытые ресурсы ведят чуть-чуть больше. У него пила, например. Зато теперь есть. У Винчестера как будто на второй замок копится. Вам не кажется, что Винчестер будет сюда замок ставить, потому что, во-первых, тут кресты сейчас, да, это напрашивается.
Здесь же все равно замок есть. Ну, конечно, и замок сюда. Но малайц через буквально 5 секунд перейдет, поэтому никакого отмены импов здесь не будет. Да. Ну, лезет Винчестер, конечно, катапультами. Здесь пушить ратушу. Может, он думает, что там импы, но импы, они уже есть. Прикольно. Сразу трибушет в заказе, сразу дальность на монахов в заказе. Монахов, кстати, всего 4. Забавно. Здесь начинаются конверты ягуаров. Так, отходим. Отходим. Всякие поджоги, тоже импы нажал Винчестер. Ой-ой-ой, катапульты ж конверса. Винчестер мне же 3 катапульты сконвертил. Они же вообще замок могут убить. И по монахам еще дал. Винчестер не ожидал тут редемпшена. Плохо среагировал, отошел что-то, не ожидал, что будет редемпшен. Слил 3 катапульты. Замок достроен. Подождите, а где Винчестер импы прожимает? Опа. А Винч прожимает импы здесь, хотя на самом деле безопасная ратуша здесь, да? Подумайте, эта ратуша более безопасная форвардная здесь. Если требы разложатся, но требы тупят. Лол, а чего лучше не делает ничего требами? Короче, мне кажется, что Винчестер немножко здесь ошибается, делая импы в этой ратуше, да? Хотя, редемпшн делается, очень важно, чтобы хуже конвертились, и свои монахи плюс 5 хп. Так, треп раскладывается, и он раскладывается на замок. Интересно. Но лучше, честно говоря, мне кажется, здесь тоже не доигрывает немножечко в плане того, что... Ты понимаешь, что Винчестер сейчас где-то импится, где-то, да? Может попытаться ратушу убить, вдруг тут импы. Он успел бы или нет? Блин, ну я не знаю. Если бы он сразу разложил требы и начал сразу в ратушу стрелять, Винчестер без вычинивания бы тут не перешел. Но так Винчестер переходит. Замок ты все равно быстро не убьешь, а ратушу можно. Хорошо, тем временем здесь у нас проходят ягуары сплошную. Луча уходит сюда. ТЦшка упала от замка. Но вот здесь вот требы монахи и под замком. Вот, это максимально неприятно. Плюс здесь крестьяны у Винча. Но Винч... Винчу нужны свои монахи или нет, я не понимаю. Винчестер делает что-то пехот, он делает орлов теперь. Орлы против монахов. Просто против монахов пока ягуары не заходят. Их, блин, терять не хочется. Слоны идут на разгон куда-то. Так, ну что, оба в импах, поэтому нормально. Здесь перестраивается Винчестер. Смотрите, выбрасывает релики и перестроил немножко сзади монастырь. Сразу мельница, чтобы фермеры все продолжали работать. Вообще много ферм здесь у Винча, для Сокотра это капец много. Так, здесь одного свербовали. Но он отходит. Монахов становится много, и еще иллюминаты. Ай-яй-яй. А здесь-то у Винча вообще ничего нету. Ему нужны свои монахи, чтобы, по крайней мере, слонов свербовать. Да? Угу. Как бы Винчестер... с одной стороны, это хорошо, когда ты с двух сторон. А с другой стороны, блин, луч-то в центре. Луч-то в центре. Боже, опять конверты. Еще ягуаров забирает. Требы, кстати, развернулись, хотели пойти на замок, но не вышло. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А что это за точка? Опа, сники крестьянка какая-то. Здесь орлы, стоп, Eagle Scout. Феодальные орлы, лол, они очень слабые. Ну, делаются замковые, но это не имперские даже, блин. Ну, имперские это дорого, конечно. У Луча все. Луча теперь чисто играет требы монахи. Да, как будто бы. Охрана требов и монахи. Он забил на еду. Хотя нет, есть еда у него тут, объективно говоря, но был в моменте один. Универ, рынок, не знаю, что-то он хочет. Винчестер здесь 2 треба скопилось. А что делать? Монахи прикрывают требы. Нужны орлы, но орлы делаются откуда? Я не совсем понял. Барак здесь вижу. Кстати, Винчестер здесь делает барак. Наверное, хочет подрейдить. Так. Прикольно, что на холмике здесь Винча требы. Может, это поможет. Может, это зароляет. Надо, чтобы это зароляло. Куча каких-то стрельбищ. Так, стрельбище, баллистика. Неужели он хочет перейти в лучников? Ага. Канониров нету чуть что, да? Форвард ратуша. На прикрытие золота. Так. Здесь трибушеты перекладываются, мы видим. Один трибушетик немного завис. Монахи просто стоят. В Винчестере чисто 2 монаха. Так, что это за врыв? Врыв на экономику. Нету реакции. Лучше, посмотрите. Лучше терять крестьян. У него же 20 крестьян меньше. Винчестер вообще жесткий домовтык. Неужели замок потерял? Да, замок потерял. Жесткий домовтык ничего делать не может. Требы перестреливаются с требами. Винчестер вычинивает, ягуары подходят. Господи, наконец-то среагировал, но орлы неплохо рейдит, у них последняя броня. Здесь, конечно, Винча рейдит его же ягуары. Слоны, я не понимаю, сколько всего происходит, да, как бы. Слоны перетягиваются сюда. Я вижу снова 3 конверта, ягуары снова сконверчены, да господи. Ой-ой, а тут даже интересно, был момент какой? Ой-ой-ой, посмотрите, их со всех сторон просто, монахов уже 18. Да? Он сконвертил, и их добили быстро, да? Лоу. Они друг другу поперерешали. И остались 2 лучевских ягуаров. Сколько у него вообще ягуаров? 5? Почему у него ягуара больше, чем у Винчестера? Блин, ягуаров очень сильно не хочется давать. Потому что ягуары контрят все, что есть у Ацтек.
Как бы это да, как бы это смешно не звучало. Ну, реально, практически все. Да, всяких орлов там, да и вообще они все конкретно. Как бы сники крестьянка, это прикольно. То есть у нас ситуация, когда у Винча больше экономики, у него все еще есть релики. Блин, да блин, он не успеет. Хотя 65 хп все-таки. Нет, успевает. Слава богу, блин. Здесь минус монах. Удобнее играть, когда ты с центра, да? У тебя все как бы компактненько, все в центре. Но вот здесь проблемой фермеры рейдится. Приятно. Так, наконец-то начинает что-то конвертить Винчестер себе обратно город. Требы просто перестреливаются и не сливаются. Но проблема в том, что, слушайте, у Винча есть только вот эта ратуша, нет замка, да? Здесь две ратуши, например. У Луча, но Луча вообще не делает крестьян. Он такой, какие кресты? У него опять один на еде, потому что опять рейд. Минус трибушет, новых, блин, не сделать? Какого лешего? 4 трибушета. Да как это работает у Луча? Луча просто не... Он не инвестирует в экономику, он инвестирует только в армию. Но скоро он доиграется, у него 44 креста, вам не кажется? Винчестера плюс 20 крестов. Здесь фермы, здесь золото он выкачивает. Он живет. Ему надо тянуть резину. И вот это может стать ключевым фактором. Орел тут 5 нашил. Но дефаса я не представляю, как. Винчестер вообще начинает делать скирмов. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А Луча, но Луча конвертит, понимаете? И он пропушивает, он здесь может все запушить. Трибушеты все еще живы. А почему он не может пойти с слонами или даже монахами сконвертить? Ну тут вышки, понимаете? Здесь даже за Винча работают вышки. Но очень сильно зажимают Винча, он даже делает ратушу здесь. Подходят слоны. Монахи все вербуют и, конечно же, хиляют. Ой, все, минус все требы. Ой-ой-ой, видишь, все еще лидирует. Но я не понимаю, тут 36 крестьян. Слушайте, а пацан-то вообще забил что-либо делать? Ситуация разворачивается таким образом, что это будет армия против экономики. Офигеть, слоны гуляют. Он вообще забил, у него 30 крестьян, да? Половина из них здесь, больше половины. Как половина может быть больше, я не знаю, но... Винчайский рамбит. Все продает Луча. Луча попик. Он делает арбалетов что? За какие шиши? Его экономика это 20 на золоте, 3 на камне. Все, абсолютно ничего. И дополнительное стрелище. Покупает еду. Что? Делает арбалетов. Но здесь скирмы. Неужели Винчестер вытащит эту катку все-таки? Немножко затишье. Требы аккуратничают. Как будто бы Винчестер... Слушайте, плюс 40 крестьян, господи, тут даже никого не осталось, там уже даже рейдить нечего. Винчестер каким-то чудом намасил кучу скирмов, смотрите, какие апы, баллистика, вторая броня, ничего себе. Крутой, но химии, наверное, у него нету, да? Да, нету химии. Третья стрела зато есть. У Винчестера здесь экономика, то есть экономика абсолютно везде. Керамбиты. Монахов 13, блин, с монахами непонятно, что делать. У Винчестера, вот он делает своих двоих монахов, и здесь начинает снайпить монахов. Раз, два... 3, долго стреляют с кермы, начинают конвертить. Редемпшн у Винча же 100% есть, да, есть 100%. Здесь керамбиты, выходит, еще орлы. Ну-ка, вот он шанс. Еще и минус луки первые. Тут еще 2 лука есть, кстати, надо бы заметить их. Тем временем тут немножко продакшена умирает. Правда, нечем требовать. Ой-ой, далеко пошел Винчестер, разве нет? Его тут замок бьет. 75 на 30. 75 на 30 экономика. Но Винчестер, правда, опять отдал всю армию. Значит, требы снова могут почувствовать себя... Хорошо. Здесь реально нет экономики. Экономика здесь. А Винчи разве не может здесь как-то сделать что-то? Он выпускает орлов. Блин, какая же сложная ситуация. Они абсолютно там не знают, у кого чего сколько. Это 100%. Тут в углы посмотри. Ой-ой-ой. А если Винча здесь убьют, сколько здесь крестьян? 20. Угу. Здесь много продакшена, ребята. Хотя 3 стрельбища. Здесь еще кресты работают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сможет ли Винчи здесь... Да как лучше лидирует по счету? Это какой-то бред. Да это за счет требов, которые, блин, абсолютно не умирают. Сколько они урона нанесли? 20 тысяч. 20 тысяч урона. Откуда у него все это такое? Они снова перебегают на центр. И Винч, походу, уходит. Он решает эвакуироваться. У него здесь практически не осталось армии. Скирмы уходят вверх, кресты уходят налево. И это как бы плохо и хорошо одновременно, потому что, ну, Винч спасает большую часть экономики, но он зажимается таким самым образом. Делает химию сейчас. Ему нужно перестраиваться, еще конверты происходят какие-то где-то. Да, Eagle Scout. В смысле Eagle Scout? Eagle Warrior должен быть.
Да, Eagle Warrior, это ошибка Копчуги. Здесь два слона, откуда ни возьмись, блин, с кермов сейчас распылесосят. Здесь мы теряем Крестьян. Блин, Винч на самом деле потерял-то больше Крестьян. Но Луча, мне нравится, что Луча их вообще не делает, хотя у него ратуши есть. Но у него чисто. Ай, блин, здесь кресты что-то затупили и сдохли. А он же еще и будет их конвертить, хотя он не конвертит крестьян. И что теперь? Ой, блин, Винч потерял много крестьян, ребята, только что же было 70. То есть он не доконтролил, остановился здесь, вот 60 крестьян, и он не доконтроливает. А там арбалеты, кроссбоуманы с третьей стрелой. Не дай бог еще с химией, без химии. И здесь Винч потерял 20-ку. И теперь у него нет экономического преимущества, а монахи это имба. Но Винч каким-то чудом делает еще скирмов, еще продакшн. Помним, что у него крестьяне, хоть их и меньше, работают лучше. Военные юниты производятся быстрее. Слон разобрался здесь. Но идут требы. И что делать теперь? А здесь что-то осталось? Кстати, ну не особо. Здесь просто скирмы ведут, и они могут под замком слиться. Арбалеты начинают. Ну, монахи, давайте, конвертите слонов, пожалуйста. Нужны слоны. Хотя, ну это же малайские слоны. Ты их сконвертишь, и они умрут от лучников. Да боже, у него 50 армий и 20 крестов. Как это работает? И 4 треба. Релики вывалились. Он только один перенес, получается. Слон почему-то умер. Нет, ребята, это ГГ. К сожалению, Винчестера 30, лимита на 70. И это камбэк на камбэке. Это поражение. И какой-то ноунейм Луча смог переиграть Винча на Сокотре, на который Винчестер, по моему мнению, считается одним из самых сильнейших игроков, честно говоря. За счет микроскирмами, за счет понимания позиционки, вот кражи реликов. Но он не учел важный момент. Наверное, какой-то. Не знаю, какой именно, но это центр. Центр, отдача много все-таки золота, да, центр. С фастимпами еще все-таки как будто бы непонятно. Но самая главная ошибка, это, запомним, 3 манганели. Каждый манганель примерно 300 ресов стоит. 900 ресов, да. Короче, монахи требы таки зарешали, несмотря даже на вот этот хороший мув Винча, действительно. Тут было потеряно очень много крестьян. То есть у Луча было 60 крестьян, а стало 28. Просто жесть. Армия на Сокотре выигрывает экономику все-таки. Да, и знаете ли, сейчас будет спойлер. Вы можете этот матч посмотреть, конечно же, у меня, например, на канале. Но Винчестер проигрывает этот матч. Он выигрывает следующую игру, но 2 следующие проигрывает. И неожиданно Луча проходит в основную сетку, а Винчестеру не получилось пройти в этот раз. Луча очень сильно меня удивил, очень солидный плей. Вот просто там в феодале очень-очень круто, классно отыграл, спокойнейше просто. Скаутом много чего сделал, да. Отошел, здесь спокойно с ягод, перестроился, куча ферм, топор не забыл. Вышка, спокойно, замок, идеальный плей. Дальше потом с ошибками, но в принципе все равно там уже ошибки у всех. АПМ у него, зацените, 87, 333 на максимуме. Жесть, 31. Кстати, немного юнитов, да, как будто. Винч сделал много юнитов, много крестов, но требы делают разницу. Требы делают счет. Давайте быстренько по экономике, по статистике точнее. Куча юнитов убита, конвертов 27. Может быть, как-то ересь надо было делать Винчу, но вот как-то. 1000 золота есть, как-то нету, да. Сложно. И посмотрите на разницу в добытых ресурсах. То есть Винчестер реально рассчитывал на экономику на Сокотре, и это в какой-то момент за 5 минут до конца казалось, что Винч доживает. Вот он доживает. Вот, но нет. Такое большое преимущество по экономике, действительно, на 33%. Давно такого не переигрывали, короче, да? Золото разве что, ну золото лучше там добывал Винча под боком. То есть посмотрите, еды просто даже не 7000, а тут 15 тысяч, больше, чем в 2 раза больше еды добыл Винч эти фермы. Но еда за ацтек это, конечно, такое. Были бы каким-то чудом орлы элитные, опять же, было бы разница, да? Но как? Просто как? Разве что несли 3 катапульты. Хорошо, здесь у нас, да, видите, в 2 раза больше действительно релики принесли золото. Практически импы. Ну, вот такая была даже сама по себе очень-очень интересная игра, необычная, с необычным игроком Лучо и с не очень удачным результатом для Винча, но, возможно, после перерыва он вернется и
Накажет этих всех пацанчиков, выскочек, потому что Лучо, в принципе, не знаю, насколько шарит. Ну вот за Соколтом он шарит. Ладно, все. Если понравился контент, не жалейте лайк и до новых встреч.